Здравствуйте, друзья! Вот такая необычная история. Сегодня, по вашим просьбам, мы выехали в лес и вывезли все наши, почти все наши ультралегкие палатки, чтобы рассказать о большом опыте их использования. И сейчас мы по порядку расскажем обо всех ультралегких палатках с Алиэкспресса, не с Алиэкспресса, неважно. Одну только мы не смогли выцепить из цепких лапок владельца. Итак, Decathlon Farklats 900 One Person Ultralight. Самая давняя наша ультралегкая палатка, одна из первых. И во всех походах, во всех сложных условиях, на ветру, на дожде, она себя показывала вполне нормально, вполне уверенно. А наш Андрей, который в ней живет, вы его хорошо знаете, скажет сейчас главное ее свойство. Подойди, войди в кадр. Вот. Он скажет, почему он так полюбил эту палатку. Вы сейчас прямо увидите, почему. Собственно, главное, что в ней есть, это ее длина. Я могу в нее поместиться, кинуть вещи вниз, и мне будет комфортно, под ноги. Да, а Андрей выше 1,90 м. Понятно? Вот так. Из минусов этой палатки лично я могу указать только один. Как у нее совсем никак не закрывается дверь, и если ты лежишь спиной, то есть там только сетка, если ты лежишь спиной и со стороны, например, начинает дуть ветер, то ты чувствуешь, что в нее заходит ветер, ты чувствуешь спиной. Мне это не очень понравилось, но с другой стороны, я ложился к ней лицом, к этой двери, и мне было нормально, потому что я очень люблю, когда вообще хорошая вентиляция. Вторая палатка. Также очень-очень давно мы ее используем для походов. Это Cloud Up от фирмы Nature Hike. Это версия 2000, по-моему, 2018 года, проапгрейженная. И она тоже себя показала хорошо. Не было такого, чтобы в ней я промок, чтобы я ей достаточно много сам пользовался. Не было такого, чтобы я в ней себя как-то очень некомфортно чувствовал. Я ее ставил как с тентом, так и без тентов. Те ночи, когда было тепло и когда была хорошая погода. Но есть один момент. Если вы посмотрите на стенки, вы поймете, что здесь достаточно большие площади, не подтянуты. И если вот так, как сейчас, ее устанавливать, без штормовой системы, то при намокании, при появлении конденсата, а конденсат появляется, в принципе, во всех палатках. Вы не думаете, что не бывает таких палаток, чтобы совсем не было конденсата. Ну, может, с вентилятором какие-то. Если вы не установили штормовую систему, то палатка намокшая будет прилегать к внутренней сетке, что не есть гуд. Правда, этот момент я поймал только один раз за все время, и это была ночевка в палатке класса Ультралайт 20 октября. Реально перепад температур был очень серьезный, и, в общем, все понятно. Но если бы я не поленился и поставил бы штормовую систему, все было бы нормально. Ну, еще один момент, она мне внешне не очень нравится, она такая какая-то ugly. То же самое можно сказать и про палатку Nature Hike One Person Bicycle Tent. Она у нас была в походе в Карелии и тоже подприлипала к стенкам. Дальше. Вот наше маленькое чудо. Это палатка Nature Hike Week. Она офигенно легкая. Если эти палатки где-то по 1,5 килограмма предыдущие, то это 900 грамм. И она просто офигенная. Она мне очень нравится. Но с ней была одна проблема. То есть в действительности это очень хорошая, правильная, одно-двухслойная или полутораслойная палатка. В центре она однослойная. Здесь сбоку еще сделаны два тамбура. С 2 хабами, с консолью. Это очень удачная конструкция. Но у нее был один конструктивный минус. Вот посмотрите сюда. Здесь окошечки вентиляции, которыми можно управлять изнутри палатки. И когда, это удивительная история, когда окошечки открыты, вода в дождь не попадает. Но когда окошечки закрыты, мы обнаружили попадание некоторого количества воды через эту дырочку внутрь палатки. Но почему я говорю, что этот косяк был?
Видимо, люди, покупавшие эту палатку, сообщили производителю, и сейчас она продается в версии Upgrade, где вот этих вот окошечек внутрь палатки нет, и конструкция вентиляции традиционная. То есть палочка ставится, устанавливается в открытое или закрытое положение предварительно при установке. Просто физически в новую версию палатки вода попасть не может никак. Многие, кто ее покупал, высказывались о том, что в ней есть конденсат. Но, друзья мои, это однослойная палатка, сверхлегкая палатка. И это ее естественное свойство. Если вы хотите избежать конденсата или как-то его уменьшить, вам нужно палатку лучше вентилировать. Вот примерно такая история с Виком. Nature Hike Вик очень интересная, очень хорошая, но специфическая палатка, с которой нужно научиться взаимодействовать. Мне она очень импонирует. Следующая палатка – это 3F All Gear One Person Tent. 4-сезонная. Ну, не знаю, насколько она 4-сезонная. Для наших 3 она идеальна. Мне очень понравилась тоже эта палатка. Она прошла много походов, как и Вик, как и Cloud-Up, как и декатлоновская. И в них она просто работала, просто без всяких нареканий. Ее особенность небольшое количество сетки, а большое количество ткани внутри. Она значительно лучше защищает от ветра. И кроме того, эта палатка с кладовкой, у нее есть такое маленькое окошечко, и во второй тамбур можно просто открыть и там класть вещи, и иметь к ним доступ прямо изнутри палатки. Это то, чего, кстати, не хватает Вику. В целом палатка прикольная. Давайте позовем в кадр Олю, ее владелицу, чтобы она сказала пару слов про использование. Твои впечатления? Ну, все отлично. Действительно, у нее ее сильная сторона – это то, что внутри, на внутренней палатке, очень мало сетки, то есть только сверху. Получается, и с вентиляцией все в порядке, и тебя не продувает. Ну, палатка, в принципе, прошла разные погодные условия, и ни разу не подводила. Ткань выдержала, ничего не порвалось. Спасибо. Следующая палатка. Одна из наших любимых палаток. Да, у нас все сначала вокруг нее бегали. Кто-то воротил нос, кто-то был очень доволен. Я был очень доволен. И это Black Deer Two-Person Ultralight Tent. Это палатка с одной дугой, без хабов, 1,5 килограмма на 2 человек. Мне это свойство от нее очень нравится. Но она, в отличие от всех предыдущих, которые являются самостоящими палатками, она условно самостоящая. У нее для установки нужно как минимум 2 точки с обязательной установкой колышек. Все остальные могут стоять вообще сами. Очень хорошо, что мы смогли выставить все палатки, потому что я могу прямо вот проводить сравнение. Итак, Black Deer Two-Person Ultralight Tent по внутреннему объему соответствует палатке Nature Hike Monger. Вот она у нас стоит. А весит значительно меньше. 1,5 килограмма, как одноместная палатка декатлоновская. 750 граммов на человека – это очень хороший показатель. Мало того, и внутри большой объем за счет консоли позволяет быть в этой палатке не как в гробике, а в хорошем внутреннем объеме. Правда, из-за гонки за весом здесь полностью сетка. У палатки, например, 3F All Gear Four Season здесь значительно больше ткани. Но она и весит примерно столько же, сколько и Black Deer, хотя она одноместная. Ну и перейдем к последнему представителю класса ультралайт, который у нас есть. Это Nature Hike Monger. Nature Hike Monger – это копия американской палатки MSR Haba Haba. И это хорошая копия. Я бы так сказал, мы сравнивали и смотрели Хабу-Хабу. И получается, что она и по качеству, и по всем другим своим свойствам, и по размерам, она не хуже. Только стоит раз в 5 дешевле. Эту палатку об этой палатке я рассказываю в последнюю очередь, потому что мы ее просто меньше всего использовали. По-моему, она всего 2 похода прошла. Но 2 похода было совершенно с ней хорошо и нормально. Никаких нареканий у нее нет. Друзья, по каждой из этих палаток у нас сделано отдельное видео, отдельный обзор. Посмотрите, выберите ту, которую вам интересна, выберите ту, которую вам нужно. Мы
не можем пожаловаться ни на одну из них. Все эти палатки хороши в своем классе. И все эти палатки нам понравились. И в результате использования одного сезона или больше у них нет ни механических повреждений, ни нареканий по качеству. Я вообще хочу сказать, что вот эти все палатки по качеству соответствуют палаткам фирменным. У них нет просадки по качеству, у них нет каких-то кривых швов. И те технологии, которые используются при изготовлении этих палаток, они ничуть не отстают от западных. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я отвечу по использованию палаток. Но в целом у нас больших нареканий нет ни на одной из них. Вот такая вот история. Всем хороших походов и до встречи в поле.